Всем привет! Сегодня посмотрим 4 новейшие станции метро Москвы, которые открылись совершенно недавно, буквально на днях, в этом месяце. Начнем мы со станции ЗИЛ. Вот за моей спиной находится жилой комплекс ЗИЛ-Арт. Люди идут, если вы видите там, да? И это, конечно, некий прогресс для жителей данного комплекса. Итак, 4 станции московского метро. Самые новые. В Москве в этом году были открыты 4 новые станции метро на Троицкой линии. Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Эти станции, открытые 13 сентября 2025 года, являются частью первого этапа строительства Троицкой линии и позволяют пересаживаться на МЦК и Калужско-Рижскую линию метро. Станция ЗИЛ находится у пересечения проспекта Лихачева и улицы Лисицкого. Также с пересадкой на одноименную станцию МЦК Троицкая линия является 16-й по счету в Москве. В настоящее время ведется проектирование второго этапа строительства линии. Станция ЗИЛ – это крупный транспортный узел в Москве. На месте бывшей промзоны ЗИЛ, включающей станцию МЦК, которая была открыта в 2016 году, станцию метро Троицкой линии, которая открыта в сентябре 2025 года, и проектируемую станцию Бирюлевской линии. Станция метро с одним вестибюлем уже открыта. Имеет архитектурное оформление в стиле завода ЗИЛ и обеспечивает пересадку на МЦК, а в будущем и на Бирюлевскую линию, образуя собой полноценный городской вокзал. Станция имеет наземный вестибюль с выходом к улице Лисицкого и парку Трюфелева роща. Архитектурное решение посвящено истории завода ЗИЛ с использованием черного, белого, синего и красного цветов, а также художественной композиции на стекле. Для отделки станции ЗИЛ Троицкой линии использовали серый сибирский гранит, для полов платформы черный габро для цоколей путевых стен. Габро – это плотная магматическая горная порода черного или темно-серого цвета, образующаяся из застывшей магмы. Также использовались алюминиевые панели для сводов и отдельных деталей, а на путевых стенах разместили художественную композицию, выполненную методом печати на стекле. Свод станции имеет оригинальную конструкцию из подвесных алюминиевых панелей. Планируемая станция ЗИЛ Бирюлевской линии станет частью городского вокзала ЗИЛ. Она улучшит транспортное обслуживание жителей Даниловского и других южных районов Москвы. Все 3 станции образуют единый транспортный узел, улучшающий транспортное обслуживание жителей активно развивающегося района. Станции расположены на территории бывшей промзоны ЗИЛ, где формируется новый жилой и общественный район. В будущем планируется строительство второго вестибюля, объединенного с Бирюлевской линией, и открытие выхода на сторону жилого комплекса «Шагал».
Станция Крымская – это станция московского метрополитена на Троицкой линии, открывшаяся 13 сентября 2025 года в составе участка Новаторская ЗИЛ. Станция находится на границе районов Котловка, Нагорный и Донской. Имеет морскую тематику в оформлении и пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца. Станция расположена между Севастопольским проспектом и Павелецким направлением Московской железной дороги. Имеет выходы на Севастопольский проспект к жилой и коммерческой застройке, а также к остановкам наземного транспорта. Станция оформлена в морской тематике с использованием синих, черных и белых цветов, а также элементов, напоминающих корабли и птиц. На платформе установлены подвесные потолки в виде парусов и светильники в виде иллюминаторов, а колонные балки имитируют крылья птиц. На фасаде западного вестибюля расположен барельеф с подсветкой, изображающий силуэт Крыма. Для оформления станции Крымская использовались алюминиевые панели, сотовые и ламели, гранит светло-серый и сталь в виде барельефа и светильников, а также панели с художественными композициями в технике печати на стекле. Станция метро «Академическая» Троицкой линии открыта 13 сентября 2025 года и посвящена 300-летию Российской академии наук РАН, что отражается в художественном оформлении с портретами выдающихся ученых и зданиями Российской академии наук. Архитектурная концепция сочетает в себе современное искусство и античную классику, используя серый гранит, алюминиевые панели и элементы, напоминающие порталы. Станция станет важным транспортным узлом, соединив районы Академический и Гагаринский с Калужско-Рижской линией метро. Путевые стены украшены художественными панно с портретами выдающихся ученых-историков
таких как Лаврентий Блюментрост, Иван Шумахер и Владимир Вернадский, а также изображениями зданий РАН. Идея сочетания античной классики с элементами современного искусства. Полы выполнены из серого гранита с косыми линиями черного габро. Стены облицованы алюминиевыми панелями с анодированным цинком и панелями с изображением порталов. Прозрачные тонированные колонны из триплекса с размещенными внутри стальными трубами для кабелей, а также потолки с подвесными алюминиевыми панелями. Станция будет иметь два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова. Будет доступна пересадка на существующую станцию метро «Академическая» Калужско-Рижской линии. Станция значительно улучшит транспортное обслуживание жителей районов Академический, Гагаринский, Черемушки и Котловка. Станет важным транспортным звеном для тысяч студентов Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Станция метро Вавиловская, оформленная в стиле научных исследований люминесценции, имеет два подземных вестибюля и два выхода на Ленинском проспекте. Она стала первой станцией Троицкой линии с современной цифровой навигационной системой и оснащена светильниками, имитирующими частицы света, а также мерцающими стальными элементами на стенах. Станция мелкого заложения расположена на пересечении с улицами Строителей и Панферова. Оформление станции посвящено выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции. Над платформой расположены 2720 светильников, символизирующих частицы света, с эффектом движения и увеличивающимся диаметром от 10 до 30 см. Стены вдоль платформы декорированы мелкими стальными элементами, зеркальной поверхностью, создающими мерцающий эффект отражения света. Путевые стены и потолок облицованы панелями из алюминия. Пол выполнен из черного природного камня. Архитектурное решение платформы асимметрично, с плавным переходом путевой стены в потолок.
Имеет два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Ленинского проспекта, а также к остановкам общественного транспорта. Вавиловская – первая станция Троицкой линии с внедренной цифровой навигацией, представляющая информацию о популярных локациях и оперативные данные об изменениях в работе транспорта. Ожидается, что станции ежедневно будут пользоваться 12 тысяч пассажиров с увеличением до 16,5 тысяч человек к 2030 году.